Итак, народ, всем привет! Мы возвращаемся к презентации Guerrilla. Итак, в этот раз у нас продолжается то, что начали на предыдущей презентации от них. То есть инди-игры. Да, просто инди-игры. Но, скорее всего, опять ожидает большое количество. Интересно еще, сколько времени продлится презентация. Скорее всего, часа на 1,5, как в прошлый раз. В прошлый раз 1,5 часа было. Ну, что-то около того, да. Тогда просто у нас сразу 3 трансляции подряд прошло. Практически без остановок. Но вот сегодня у нас, помимо этой трансляции, ожидается еще трансляция Capcom. Вот ее как раз таки больше ожидаешь. В принципе, от их презентации, ну вот от Guerrilla Collective, я ничего особо-то и не жду. Но интересно посмотреть, что же они покажут. Вдруг все-таки найдется что-нибудь интересное среди всего, что там будет. Кэбри, наверное, вообще скажет, нужно больше жаб. Как она сегодня в Дискорде заявляла. А то как раз таки в прошлый раз очень много игр было про жаб и очень много игр с птицами различными. В основном цыплятами. Ну, с курятиной. Привет, Максим. Сразу предупреждаю, данная презентация в основном по инди-играм. Но вот через 2 часа будет презентация от Capcom. А там будет Resident Evil, возможно, Monster Hunter. Что еще они могут показать-то? Street Fighter. Если честно, я сейчас даже трудом вспоминаю, какие игры у нас вообще от Capcom такие крупные выходили. Вот помимо этих. Ну, память-то дырявая. И я за тобой слежу. Ну ладно, не за тобой, за чатом.
Ладно, у нас осталось меньше минуты. О, появилось, кстати, только что сообщение о том, что официально Stalker 2 перенесли на следующий год. А ведь его изначально вообще хотели в конце прошлого выпустить. Ну, на то он и ждалкер. Так, все, я это позвал к Иври. Ей, скорее всего, интересно будет все-таки. О, а вот и она. Видишь, я умею вызывать. Но у нас же вот презентация Guerrilla коллектив. Инди-игры. Возможно, я буду те жабами, которые ты хотела. Не, ну просто я только-только написал, ты тут же появилась. Yes, it is great to be with you, my good and friend. Да, знаешь, я сам постоянно на кровати. Я скрыл из кровати. Я больше скажу. Я вон под одеялком. А ноги у меня, это, к дальней стенке вытянуты. Пристроил тоже. Так что я наполовину лежу. Наполовину лежу, наполовину сижу. Мне хорошо, мне удобно. Так, надо, кстати, стаканчик с морсом поближе пододвинуть, чтобы далеко не тянуться. Кстати, вон спонсоры. Их игры мы можем сегодня увидеть. Also, salute to the developers who participated in the showcase. They have all contributed their time, blood, sweat, and tears, and resources to make this thing possible. We are just messengers showcasing awesome content. So, shout out to our broadcasting partners who are helping us with this content. Но все равно, я как-то больше сегодня жду презентацию Capcom, а не Guerrilla коллектив. Это так, просто попутно. Мимо проходи. Event page on Steam where you can learn more about the games, buy the games that are available now, and add. Кстати, вон они сейчас и говорят про ивент в Steam. Ну, у них же отдельная страничка в Steam есть. Они и туда транслируют, кстати, в Steam эту презентацию. We are coming at you with a barrage of dope indie titles first, starting with some interesting GC Ну, в прошлый раз так же and we'll end было. our showcase with a glimpse of some titles coming from Japan with a spotlight Ну from и our на их friends странице at доступны Summit. демки как раз Yes. таки вот с этих презентаций. С прошлой и сегодняшней. Blind. Ну, у тех игр, у которых есть демка. Hell Die. Ну, блин, как я понял, цензуры в игре нет. Но диаройка цензурят. Что-то там слишком неприличное. Какая-то уж странная дичь. Прям игра без цензуры. А, Hellpie, а не Helldie. 21 июля. Кому нужна эта чертова цензура? Надо устроить вакханалию. Эксклюзив.
I'm Marco. And I'm Roman. At Ironlands, we are big fans of Так, cyberpunk fiction погоди, and я games. помню, But где-то we был have our own ideas of Роман what a Агапов. cyberpunk world can be. А, We're точно. making a bright, Это vibrant world where you та live самая your игра, cyberpunk это slice of симулятор life. жизни, Run your как ее business, описали, meet new people, make где friends and ты enemies. начинаешь This is the game с in управления which you забегаловкой, а manage потом your можешь управлять restaurant, ночным bar or клубом. nightclub, take care of your Ну staff, и make там deals, вообще много чем farm, можно and заниматься. experience the stories of the people you meet. И все Or maybe you это just want to take the day off and go мир fishing at the киберпанка. docks instead. Nivalis primarily uses voxel art for the environments. We spend lots of time creating a unique atmosphere with high levels of detail and dynamic elements. But although we're filling the world with interesting things to see and do, we're even more excited by your creativity. You'll customize your apartment, your restaurant, bars and nightclubs, and make choices that will change the lives of the people around you. There's something very emotional about a cyberpunk setting, with its dystopian but yet very colorful and inviting world. I think the most engaging thing to me personally about Nivalis is that it's a world that never stops or sleeps. There is always причём something тут God of happening War? around you. The world is filled with dozens War. of details that make it feel alive and real. We can't wait to see the choices you'll make and how you'll choose to live your life. God of War это вообще When you come visit us in Nivalis. даже не близко, никак не связано. Hey, boss, time to wake up. We got customers waiting. What do you mean you don't know where to start? Let's clean this place up. Move some chairs and tables around. We can make возможно, this видео в place титрах. shine again. If the weather gets bad, we can grow some Насчет veg этого in the утверждать greenhouse. ничего не могу. Once we start making real money, well, then you can rent that fancy new apartment in Midtown. Как бы все равно маловероятно, что он мог там участвовать, как минимум из-за того, что это разные студии. Никак друг с другом не связанные. This is a world to explore, to make stories, your stories. You ever look up at the clouds and wonder what's up there? Well, if you dream big enough, maybe you'll find out. Maybe we all will. Welcome to Nivalis. We are very happy to share with you our Lost upcoming in adventure Play. game, Lost in Play. We wanted to create a game that will recapture the spirit of play from our childhood and look and feel Интересно like you're использование playing a цветочка. cartoon. Lost in Play is a feel-good adventure. Квест. Play as Toto and Gal to explore dreamscapes Эльфку в and карман. befriend magical creatures. Это On самое this место. journey, they tackle difficult situations that only Ай, и together падай. they can get out of, using their Я wits не and упал. courage. А привет, Unnamed. We created over 30 different unique and challenging minigames. Еще думаю. We wanted to create an evolution of the classic point-and-click adventure games we used to play when we were kids, by making the gameplay much more fluid and natural for modern-day consoles. Making the game feel at home both with the gamepad as well as with a mouse. Having young kids of our own, we Не, ну aim вообще, в to принципе, create a game давно you can play в with различные your квесты entire не играл. family, where adults and children can enjoy playing together. Но из тех, что планирую, так это последняя часть Сибири, которая вышла. Fluri oimak. Fluri oimak. Fluri oichak. We chose to have all the dialogues in gibberish in order to concentrate on visual storytelling, Какие вредные вороны and были. because it's fun. Allow yourself to get lost in your imagination. Allow yourself to get lost in play. Да. Lost in Play will be available for Nintendo Switch and PC this summer. The Block.
Это что, еще одна игра наподобие этого? Дорф Романтика? И тебе падают рандомные плиточки, и ты должен их выставлять. Вот так еще тупое ограничено. The world of Glitchbusters is currently under attack by mysterious viruses known as glitches. Together with your friends, you will play Glitchbusters in a 4-player, co-op, third-person shooter action game. Your goal is to defeat viruses and glitches, including trolls, like you can see here, on your way to discover the secret behind the virus и outbreak сказал and the чел, glitches themselves. кооперативный шутан от During your третьего лица. adventures, sometimes В принципе, you'll это и run так into видно. certain objects that are out of your reach. In cases like these, you'll want to take advantage of the magnetic co-op system that Ой, можно defines еще друг другу. Glitchbusters. You can stack on top of your allies and reach high locations. А, кстати, By эту stacking игру on ведь top вроде of each other показывали. here, we can find the switch that allows us to move forward. As you move through Glitchbusters, you'll need to think about creative ways to defeat large groups of villains at once. Take advantage of your surroundings. Work together for the best results. Use the magnetic qual system to climb on top of walls, pipes, as well as to climb on top of your allies. Once you reach a high location, not only can you shoot the Магнитные enemy, ножки. you can also drop down on them in order to destroy them. Here, we see the UFO elevator. Use this to reach high locations to find the path forward. Карусель, Sometimes, карусель, even кто when you успел, intend тот to присел. cooperate together, you can get into each other's way. You'll also find other AI as you move through the world of Glitchbusters. You'll have other game modes, including this side-scrolling mode here. You'll need to be careful that your allies aren't trying to keep you from collecting the most likes, while being sure to dodge obstacles as they come towards you. As you run into other Creetubers, listen to what they have to say. They may give you important hints to help you discover exactly what is occurring in the city and elsewhere, causing this viral outbreak. Most of the living creatures within the world of Ой, Glitchbusters are шарик. based on emoji. You as the player will Пэкман also рвет. have the opportunity to customize your character with different emoji faces. Our main goal Чё он is так to далеко have a game that оказался? has players talking amongst themselves and bringing back the feeling of couch co-op that defined many of our childhoods. As a member of the rescue squad, one of your jobs is to collect as many likes as you can. The player who collects the Нужно most больше likes will золота. have the best chance of becoming the MVP at the end of Серебра и the бронза level. тоже. Of course, if you want to keep all the likes to yourself, you can also play this game entirely solo or with only 2 or 3 people. Glitchbusters will feature 4-player split screen and local multiplayer as well, so you don't necessarily have to be on the internet to play. Sometimes you'll need to use these special USB keys. Сегодня, похоже, у нас больше будет именно по геймплею игр. But every once in a while, it may be in your best interest, or you may simply В just прошлый раз be были in the mood преимущественно to трейлеры, throw а your сегодня allies under the bus. преимущественно Once you've freed геймплей. up Cloudy, the manager of the servers here, that will be the end of the stage, and you'll be able to proceed to the next one. Thanks for watching, and don't forget to pick up Glitchbusters. later on this year. Создай свой юнит из частей. Просто немножко этого, немного того, немного третьего. И вот наша химера готова. Сражайся, мужик. Ну и баба. Ну как вот создашь. Рандомная хрень, вперед! Там еще и огнестрел есть. Некросмит. Кстати, выйдет в следующем месяце.
Блин, чё я сразу Мегамена вспомнил? Кто знает. Let's try that again. Neo Retro Roguelike. Не, ну есть сходство со старыми частями Мегамена. А те части, которые из 90-х. Правда, они были не рогалики. Элси. Ну, походу, это у нас соус-лайк. Ну и как нам сообщили, это с бетки. Именно на соус-лайк похоже, а не на выживач. Хотя глянь, что тут дальше покажут. А то вон непонятная вещь творится. А тут у нас пошли головоломки. Как бы. Хотя это скорее подобие головоломок. Просто найди предмет, поставь его в нужное место. Бивар Леджин. Wow, Nivalis is oozing with that cyberpunk style. It looks so clean, the lighting, and the 3D graphics, dope. The block is looking real fresh and crispy too. We're gonna take a little bit of an intermission because we have an announcement to make. The team at the Mix is celebrating our 10th year anniversary, and it has been quite a ride. Putting together Короче, до конца так и непонятно, что там за игра такая. Но, скорее всего, мы оба не правы, и там просто это как-то типа экшен RPG. Во. We have had the honor of working with some of the best teams, publishers, and partners in the business, and are proud to keep that tradition going and flowing through our evolving vision. With this in mind, we are proud to announce the Mix Games, where we will be further partnering with developers and our publishing friends to develop, publish, and create inclusive opportunities for developers to grow. We will rock this out by delivering full multi-platform experiences through development, financial support, да, меньше болтай, больше делай. Мы тут ради видочков. Up next, our second stack of games, where we'll be sharing an up-and-coming title from the Humble Games family, and get Humble foxy Games? with an update from a slick animal-based adventure. Ладно, а что у нас у них интересного? Let's roll. У них бывают годные проекты. Coral Island. Ферма. Ну, куда ж без фермы?
Спаси остров. А, экология. Забастовка. «11 октября в ранний доступ». Эксклюзив. Lords of Ravage. In Lords of Ravage, combat is at the heart of the game. You'll have to face powerful champions from different Стратежка. rounds. Don't expect to defeat them in a Я вижу single кнопку fight. skip. There are a lot of ways to А, approach уже the поздно. combat. You can try to create a carry for your squad, sacrificing other units to do Автобой? so. Нет, нет. You Нет, не can автобой. focus on damage over time. А то я уж испугался. You can use global abilities called edicts. You can weaken enemies and send your powerful leader to finish them. Что произошло сейчас? Все не исчезли куда-то. Or you could come up with more creative combinations, utilizing the mechanics of individual skills. Each of your units has its role, be it support, tank, or damage dealer. But the way in which it fulfills its role is also important. Different tanks, for example, can control damage in different ways. Some can reduce the damage an enemy does, while others can resurrect during battle, making any health bonus more potent. You can make any combination that fits your playstyle, and become one of the Lords of Ravage. Месяц назвали. Ноябрь. I'm Eli, the developer of Wanderlost. Wanderlost. And today we're going to be taking a quick look at some gameplay. Wanderlost Alpha. is a survival RPG set in an unusually cheerful post-apocalypse. So you can see here I'm Вот putting это the final survival. touches on my base. I'm using Но- a stone floor because wood can actually catch on fire, and if I want to place a Это тот, fire который pit хотелось down бы so that I can увидеть. cook inside my base, stone is going to keep me pretty safe. I'm going to place a window here as well so that I can keep an eye on any zombies going by, especially once I get a roof Zombie. put in. That'll keep me a little bit safer. Roofs are what keep the weather off your back, so that can be important. My hunger meter's not doing that great, and I don't have much food stored, so I am going to go and place a couple traps down. There are a lot of different ways to get food in Wanderlost. Placing small traps to catch game like rabbits and Типа squirrels ловушки. can be really effective if you have the time to wait for them. Another really good way to get food is to go fishing. If you've got the supplies, and I Мы do все have что the и ловим. supplies, I actually keep a separate bag containing my fishing Привет, supplies. Soldier If you Freedom. saw me switch there, I can just toss a new backpack on in order to switch between different loadouts. So now I've got my fishing backpack on, and you can see those bubbles are where any fish are. That was actually a big part of why I built this base where I did, because it had easy access to a good Чё-то не fishing клюет. location nearby. Casting into the deep water because that's where the larger fish are found. Took me a couple casts, but I did get a good spot with the fish, and we have Рыбка. caught a mackerel. So now that I have the fish, I do need to cook it. I also need to debone the fish. So cooking and fire making in Wanderlost is important for a variety of reasons. Fires are going to keep you warm. Weather is a significant challenge in the game, depending on which biome you build in. And, А чё and I actually кидает built ресурс in вообще the хрен знает boreal куда? forest biome, which is an especially странная cold дичь. one. So you can see I'm starting a fire right now using a lighter. A lighter is actually one of the easiest tools. They're kind of rare, but you can find them. from Охренеть, зажигалочка. zombies in loot. Fire makers don't last forever. Знаете, so просто if you это have полутораметровая one, зажигалка. it will run out. But you can always craft more. There are primitive tools like hand drills and bow drills. Now I'm just going to cook this fish up.
Once I eat this, that's going to improve my health regeneration, and it's going to give me a health boost that lasts for maybe about an hour or so in game. And with hunger taken care of, we can focus on other things like expanding our base, exploring some of the abandoned towns and fighting the zombies that reside there, leveling up, and even completing quests for our friends over in Halcyon. Thanks for joining me to take a look at вот и Wonderwall. зомби попёрлись. Эксклюзив. А еще меч за спиной тает. Блин, я видел рывок, прям как в финалке 15-й. Когда кидает меч и это притягивается к нему. I've always wanted to visit New Orleans, but not like this. Да-да, вот прям так же. That's not my home. That's my hell. Ага, только девочка. Awesome! A minor chord, just for you. Ногтиска. Спокуя. Да и камбухи некоторые похожи. Если прям вообще это вглядываться. Спокуя. Блин, а тут чел, это, знаете, сейчас показать так, как будто этот Райф из мультфильма. А так тут покрупнее немного был. Нормально, баба просто его кинула в противника. А чё бы и нет. Походу это типа рогайка. Будет бананами стрелять. Какой-то кодич не придумают. Алкальный колоб. Рандомная генерация уровней. Чё так они вытворяют, а? И таскают еще друг друга. Она его за шкирку, он ее над собой. Фэн-коут. Выйдет в этом году. А ты типа смог. Я не знаю, что за Battlefield театр. А, вот все-таки показали нам игру Kung Fury. Трицеракоп. Там еще видел эту, блин, забыл, как ее там, это... У викингов единица. Play as Hasselhoff, the world's most iconic light А будет guard, Хакерман? with his singing prowess and oh, that's some nice chest hair, sir. More action, more awesome. This game just has more. Choose your stage. Punch Nazis in the sewers, on the beach, in the Viking Age. Hell, punch Nazis everywhere, all the time. Kung Fury Street Rage. Soon available on a platform near you. Еще и трейлер сделай в ретро-стиле. Ну, в принципе, так даже лучше.
учитывая тематику. Кстати, эту игру я тоже помню, показывали как-то. Про ИСУ, которая ищет своих речат. Ох, ё-моё, Nintendo Direct еще. А он когда? А то что-то я не слышал про дату. Rated M for mature. Хотя Nintendo Direct я, наверное, смотреть не буду. Там потому что практически все игры будут для свитча как раз таки, да. Лишь некоторые игры будут доступны на других платформах. Прям единицы. Суккуба вызвал. А там вообще это куча всяких демонов. Поножовщина. Типа, собери себе гарем демонов. И смотри, как вообще не вышел из-под контроля. Главное, чтобы все были довольны. А, да, все-таки суккубы. Гарем из суккубов. My lovely... Блин, wife? Так, погоди, 8 июня? 8 июня же уже прошло. Wow, shout out to Humble Games for Coral Island. That is an exquisite game. Looks so good. Chef's kisses all around for sure. Shout out to У нас уже 13-е как бы. Make sure to wishlist all of those games, of course, and pick up My Lovely Wife when it is ready and available. For our last segment, we are going to blast through some more games, starting with an update from a deductive wizard simulator. Check out some new Этой игре takes on явно the не хватает strategy современной 3D genre, графики. and then catch up with games from our friends at Bit Summit with their anticipated GC 3.5 indie picks. Например, на Unreal Engine 5. Ten Life, это же это... Блин, как же он обзывается-то? По Warframe, который... Если это к Warframe относится, то нет. Я не буду его смотреть. Из тех, что у меня запланированы, это, ну вот сегодня Capcom. Вот, получается, завтра будет презентация от Microsoft дополнительная. Не помню, вроде в этом месяце еще была какая-то, которой я интересуюсь. И еще Некон.
that not only help you uncover the conspirators, but also prove your innocence. You will have to trap, spy, and even kill to help ensure your survival. For some of you, won't be so lucky. Fear not, because even in the afterlife, you can aid your fellow villagers. А так, кстати, завтра еще презентация будет от Ubisoft по в честь юбилея Assassin's Creed. Серии 15 лет исполняется. That's unless you're one of them. Evil. Ну да, я вот тоже думаю пропустить, там все равно вряд ли будут прям полноценно что-то презентовать. Может там какое-нибудь дополнение, может они это новую часть ассасинок это презентуют, о которой уже давно говорят. Я забыл, как у нее там название. Но все равно, если покажут, то этого будет немного. Я больше точен на тех трансляциях, где будет именно много различного контента, много трейлеров. Ну, может, даже и не слишком много, но именно вот какие-то более значимые. Хостелор. Все, что я увидел, что с видом сверху бегаешь, рубишь все налево-направо. А это выживач. А так почему карта такая маленькая? Да ладно. Вот это поворот. То бишь ты сам строишь карту, сам же ее обустраиваешь. А пытки, дайте-ка я угадаю, рандомные. Прям как повезет. Зомби. Куда ж бин зомби? Ладно, механика довольно-таки интересная. Above Snakes. Так, открытая альфа с 13 по 20 июня. То есть сегодняшнего дня и в течение этой недели. Greetings, Your Majesty, and welcome to the unforgiving world of orcs. In Orcs, your primary goal is to protect your kingdom against the hordes of ruthless orcses. If your main castle falls, it means the kingdom is lost. If you manage to defeat every wave of orcs, it means you live to fight another day. You'll have some troops of your own. Все это за хреновины такие лезут, нападают. You will always be outnumbered. Я, блин, с такой графикой не могу разобрать, что за хрень ползает. А, вспомнил, в середине месяца будет презентация Square Enix. Вот, 17-го вроде бы. А может и не 17-го, может где-то 15-го. Не, погоди, не 15-го. Черт. Я что-то с датами вообще запутался уже. Не, хотя не, вроде 17-го, да. Вот согласен, Square Enix будет интересно глянуть. Как-никак я жду, когда наконец покажут продолжение ремейка 7-й части. 16-ю, скорее всего, снова покажут. Но это пока только вот по финалкам. Ну, у Square Enix вообще довольно-таки много интересных проектов. Я, ну видишь, они 7-ю часть не до конца еще выпустили. Там будет что-то типа... как он? Final Fantasy 7 ремейк, часть 2. Как-нибудь вот так. Они же только части 7-й части охватили в ремейке.
playstyle. Даже не So good половину. luck to you, Your Majesty. I would wish you a long reign, but let's keep it real. I can already hear the orcs approaching. Насколько я слышал, то, что они запихнули в ремейк 7 части, в оригинале проходится всего часа за 3-4. Hey there. My name is Thomas И это Watersley, чисто I'm a developer. стартовая локация. Please touch the artwork. What would happen if you did touch the artwork? That's the question I wanted to explore in this game. This resulted in 3 unique narrative puzzle experiences. Ну просто я в all оригинальный 7 не inspired by играл. art movement, the style, and more specifically paintings from Pete Mondrian. Make no mistake thinking this is a serious game that explains every detail of the art of Mondrian. It's more about the enjoyment of the visuals, the music, and the stories behind the paintings, together with a little bit of cozy puzzling. It uses modern art to tell modern stories, both anecdotal, fictitious, and Не, ну все равно ремейк довольно-таки интересный. Я его проходил, мне понравилось. and bittersweet. Да, конечно, он будет не такой, потому что его переделали прям капитально. Есть в нем и минусы. Using a story inspired on the Genesis story from the Bible. Instead of creating the earth, we'll be creating the canvas and primary color. You'll have to add colors and lines to the canvas to reproduce the painting on the left. Let me quickly fast forward so you can see some more of the levels. By the way, Кто-нибудь понимает, all как в это content играть? is procedurally generated. Что тебя хотят? It tells the story of Boogie and Woogie, two и squares какие who же? just want to be together, but a rapidly growing world is making this harder and harder. You'll have to help Woogie reach Boogie by figuring Вот out я how о the том же, в obstacles ремейке пока influence только Woogie's начало It's actually a modern Romeo and 7 Juliet части. adaptation that addresses racial inequality. А вот какие важные части You отсутствуют в choose an ремейке? entrance, and Woogie automatically moves forward. The color blocks will then change Woogie's direction. Да, вот это я как раз таки вот недавно говорил. It's a visual poem about moving to the big city, full of А, ну excitement, тогда, and да, high лучше hopes, это... only to be overwhelmed with mixed emotions. From joy and excitement Лучше тогда не to озвучивать. feeling homesick and missing your friends and family. А. Please touch the artwork is all about romance. Ладно, There's что no ты скажешь на time то, что pressure, показывают no skills теперь? required. You can play in short sessions. The game doesn't punish you, but engages you to try Так out это stuff to типа progress лабиринта by сейчас, trial что ли? and error, which is a metaphor for the creative process. The game won Best Art at Tokyo Game Show, Most Impact at Brazilian Indie Developer Game Conference, and was featured by Eurogamer and news outlet The Guardian in the top 20 games from 2022 А ты просто немного so far. отвлекся на It's also беседу nominated с as a Неймондом, и finalist for the это Apple Design немного Awards. потерялся с So тем, I'm что very было grateful for показано. that, and I hope it might convince some of you to buy and play it. Oh yes, indeed. It's already available now on Steam, Apple App Store, and Google Play, and it will be released on Switch early this summer. And a little exclusive secret. It will be coming to VR as well. But don't tell anyone. Так, VR? Он сказал про VR? Бит Саммит. Наградочковичок мужичков. А это что за Халк? А нет, не Халк, это Лох. Кстати, я тут в этом году случайно узнал то, что есть игра по анимешке Берсерк, которая повторяет сюжет всех сезонов, которые вышли. И там причем даже с ставками из аниме. Варварион. Так, вот тут уже какая-то дичь начинает твориться. Катет полза нет, иначе он бы сказал Могус.
Да-да, ну только от третьего лица, да? У дураков мысли сходятся. Reverse and Destroy. Ninja or Die. Ё-моё. Мне больно на это смотреть. Особенно еще вот эти вспышки при каждом рывке. Ниндзя и умри. Ну, блин. Странное название. Капитан Велвет Метеор. Интергалактический герой. Десятилетний школьник. Пошаговые бои. А все это только в его воображении. 8 играбельных персонажей. Ну и в воображении пацана. We're back. Much gratitude to John Davis and the Bit Summit team for sharing their picks for GC3. Yes, I cannot wait to go back to Bit Summit. I can't wait to go back to Kyoto. It's been too long. That concludes the Guerrilla Collective 3.5. Thanks once again to our sponsors. Кто-нибудь хоть увидел какую-нибудь игру для себя за то время, что мы тут сидим? Thank you also so much, Twitch, GameSpot, Valve, and IGN for hosting the stream. Yeah, and be sure to check out the Guerrilla Collective event page on Steam, where you can learn more about these games. Она Невану не нравится. That are available now, or add games that are not available to your wish lists. Yes, definitely do that. Thanks to the scrappy and illustrious mix team, Media One, and of course Wilmer Sound. Ну, в принципе, у меня тут тоже не было игр, но я бы не сказал, что все мне не нравятся. Yes. And where can we find you? Как бы есть интересные игры, но не те, в которые я бы поиграл. Or on Twitter at real Wilmer Sound. Definitely check out Wilmer Sound. Also, once again, my name is Justin Woodward, co-founder of The Mix. You can follow Guerrilla Collective on Twitter at Guerrilla Collect, everywhere else at Guerrilla Collective, and The Mix. Вот, например, мне понравилась вот сама механика у игры, где ты выстраиваешь себе карту, это рандомными пытками, и это пытаешься там выживать. Как бы это оригинально, это интересно. Но именно то, в каком виде она сделана, ну, не мое.
Кривый, уже есть игра как Hades. Называется Hades. Так, а чё у нас черный экран? А так, кстати, блин, вроде в игре раздавая подобную игру, я потом тебе название скину. Мне вроде даже в коопе можно поиграть. Но, блин, какого хрена у нас черный экран? И как бы трансляция не зависла. Она типа идет. А так и нету ни фиша. Попробуй обновить страницу. А, все. Трансляция закончилась. Так как-то странно она закончилась черным экраном. Обычно прям так и выдает, типа, в чё хана. Пишите письма. Ладно, трансляция оказалась короче, чем я думал. Я думал, будет на час-полтора, а тут меньше часа длилось. Ну да, и она была не такой интересной, как в тот раз. Так, хочу глянуть, а что там у нас совершенный Twitch Gaming показывают? Weapon schematics too. Just about everything is Ну more тут valuable рекламка, as a crafting да, типа вот, component than it's через worth to час с sell, лишним even if it's Capcom. not apparent now. Ну, точнее, просто так вот заглушка идет. Так, а тут у нас да иди нахрен. Ну да, получается. Так, погоди, а почему Capcom 2.30 написано? Даже вот Айфен подтверждает, что все нормально, он через час с лишним. Ну да, короче, с индюшками у нас все. Блин, погоди. А тут же этот показывают. Silence and eroded husk in the sandy plain, so make a specific Monster point to Hunter. gather from new locations if you haven't been Я there по предметам before. сразу узнал. Armor spheres increase armor's defense, but hold on to these until you craft a piece you know you'll want to keep for a while. Basically, just Ну don't ладно, use them on это your у нас starting отдельная gear. тема. Most materials can be picked up by Ну так вот, everyone in да, the у нас party, через but час some лишним будет endemic Capcom, life, like the поэтому я puppet сейчас spiders уйду на and перерыв. well-nard hunting helpers can only be picked up by one Часик person фигней at a time. пострадаю. However, И endemic вернусь life, уже к mining трансляции nodes and other Capcom. materials will respawn over time. А там будет The поинтереснее. Argosy and Там будут Meowscenaries, though резиденты. extremely vital side activities to keeping your inventory stocked Ну, with может, еще important что-нибудь. items, А, ну да, also Street serve Fighter еще another будет. purpose. They're the И, only возможно, way to что-нибудь find еще. some exclusive materials that unlock cool and flashy new armor and weapons, Честно, не помню, что там which ничего we won't show интересного you у here Capcom. because, spoilers. Your Palicos and Palamutes will learn skills Ну, as they пайка. level up, but you Ой, have to можно еще и equip them at the пёсика. buddy board. Though wearing multiple pieces Да, of меня the ждать same set час. will grant you a bonus to elemental resistances, it's okay to mix and match. Especially after you reach high rank, Ну, you may сидеть wanna сейчас mix тут different pieces впустую я не together to хочу. find a Я combo of armor это skills that match your playstyle пару and weapon серий of choice. сериальчика гляну. For example, Kazu Waist and Legs have focus and slugger. И Great for hammers and другой hunting сериал horns, гляну, but if который you're not 40 fond of the минутный. skills on the rest of the set, find something Ну, а это else. уже не мои As you проблемы. explore Ну, each сейчас location, это keep кучнёв. an eye Завтра out for relic посмотришь. records, also called old messages. Когда There я are 60 in выложу total, and это it's worth группу. noting that the best way to spot one is on foot. So, while riding a Palamute might get you places Сделай, faster, как я, consider посмотри taking какой-нибудь the slow сериальчик route пока. to your next destination to find secrets. Ладно, все, Even я blunt пошел, weapons like через hammers час need to be вернусь. sharpened with a whetstone. A